Глава 966. Уничтожение дракона. Как только дракон алого пламени приблизился к Ханьли, он улыбнулся. По взмаху рукава оттуда вылетел красный свет и исчез без следа. Затем позади Ханьли раздался гром, и на его спине появилась пара серебристо-белых крыльев. В сиянии серебряного света Ханьли исчез как раз в тот момент, когда алые когти дракона вот-вот должны были атаковать его. Прежде чем он смог оправиться от провальной атаки, он услышал мягкий, но резкий свист. Вскоре после этого прозрачная красная игла очутилась рядом с головой дракона. Это была та игла, которую Ханьли изготовил из кристаллизованного демонического ядра. В настоящее время единственной вещью, защищавшей дракона, было пламя, окружающее его тело. Когда алый дракон увидел приближающуюся к нему иглу, он почувствовал ужас. У дракона уже не было времени что-либо сделать, поэтому он только повернул голову в сторону, но все равно оказался слишком медленным. Хрясь! Он закричал от боли и закрыл лицо когтем, сдерживая кровь, вытекающую из его лица. На его лице зияла глубокая рана. Хотя эта игла была невероятно острой, она не могла серьезно ранить дракона. Таким образом, в тот момент, когда игла врезалась в дракона, Ханьли мысленно приказал несколько раз увеличиться в размерах, умножив повреждение раны. Прежде чем дракон смог прийти в себя, он услышал сзади раскат грома, за которым последовало появление Ханьли. Тот махнул рукой и выпустил трехметровую золотую полосу прямо к дракону. Дракону пришлось игнорировать боль на лице, чтобы спасти свою жизнь. Его хвост замерцал ярким светом и увеличился в несколько раз, обрушившись на Ханьли мощным ударом. Ханьли нахмурился при виде этого. Как и ожидалось от мирского духовного зверя, он очень быстро реагировал, в отличие от обычных культиваторов, которые были беспомощны перед лицом их молниеносных движений. По мысленному приказу Ханьли полоска света золотого меча изменила направление, врезавшись в хвост дракона. Меч пробился сквозь красный свет, окружавший хвост, без сопротивления. Сердце дракона ушло в пятки при виде этого, и он поспешно собрал всю свою духовную силу в чешуйки на хвосте, превратив их в сверкающие красные кристаллы. Раздался взрыв. Золотой и алый свет переплелись в момент взрыва, заставляя Ханьли закрыть глаза. Только после того, как он использовал глаза духовного прозрения, он смог взглянуть на происходящее. Золотого меча, сконденсированного от нескольких его летающих мечей, было недостаточно, чтобы отрубить хвост дракона. Вместо этого ему удалось прорубить хвост на треть и врезаться в кости. Прищурившись, Ханьли сделал жест заклинания, приказывая летающему мечу отступить. Однако хвост дракона оказал огромную силу и зажав меч на месте. «Давай посмотрим, как долго ты продержишься без своего магического сокровища». Дракон дико засмеялся и выплюнул изо рта жемчужину размером с кулак во вспышке красного света. «Его демоническое ядро!» — вскрикнул Ханьли при виде этого. Дракон понимал, что он в невыгодном положении, и вытащил свое демоническое ядро, используя это как возможность поймать магическое сокровище и начать контратаку. Ханьли не поверил своим глазам и громко закричал, разделившись на 3 точные копии себя, убегая от дракона. Прежде чем дракон смог понять, где настоящий Ханьли, все трое взмахнули рукой с ледяной ухмылкой на лице, и каждый из них выпустил золотую полоску меча длиной в метр. В яростной тревоге дракон мог только поспешно развернуть свое демоническое ядро в центре атаки и размахивать своими пылающими когтями, чтобы заблокировать двойников. Хотя он уже видел приближающиеся к нему летающие мечи, он никак не мог распознать, какая из 3 атак была реальной. Если его демоническое ядро сможет блокировать настоящий удар, он сможет выжить, но если он промахнется, он сможет временно заблокировать удар своими когтями, поскольку они были даже сильнее его хвоста, и тем временем использовать свое ядро, чтобы уничтожить Ханьли. Не успел дракон подумать об этом, как произошло нечто неожиданное. Ядро демона столкнулось с золотой полосой меча во вспышке красного света и было отброшено на 10 метров назад. Значит, это был средний меч, радостно подумал дракон. Тем не менее, 2 другие полосы мечей вспыхнули рядом с ним, и он почувствовал невыносимую боль, поразившую его когти, как только они врезались в него. Дракон яростно закричал, и его тело вспыхнуло ярким светом в попытке увернуться. Однако из-под него внезапно вырвалось фиолетовое пламя в форме лотоса, окутав его слоем инея. В этот момент 2 золотые полосы мечей горели ярким светом, а затем обвились вокруг головы дракона. Вжух! Голова дракона упала с его плеч, а чешуйки на его шее не оказали ни малейшего сопротивления. При этом 2 других клона исчезли в мерцании лазурного света. Перед последним ударом Ханьли сделал жест заклинания внутри своего рукава, направив большую часть духовной силы своего тела в 2 летающих меча. В результате высвободилась полностью страшная сила золотой эссенции, и мечи двинулись вперед с непреодолимой мощью.
Как только голова дракона отвалилась, Хань Ли еще раз направил на 2 полоски мечей. С раскатами грома из мечей вырвались 2 потока молнии, разложив труп наводненного дракона в сети молнии. Внезапно из культи на его шее появился красный свет в форме миниатюрного дракона, который вылетел в панике, но был пойман сетью молний. Как только он решил изменить направление своего побега, сеть быстро сузилась и захватила его. Душа дракона в ужасе извергала алое пламя на сеть изо всех, пытаясь вырваться на свободу. Хань Ли холодно фыркнул при виде этого. Вскоре сеть сократилась до 3 метров. В отличие от зарождающихся душ культиваторов, он не планировал уничтожать душу дракона. Он вызвал маленькую нефритовую бутылку в руку и приманил к сети молний. Бесчисленные нити начали расползаться в направлении центра сети, и, несмотря на все попытки дракона, его душе было некуда бежать. Вскоре вокруг него сплелся золотой шар размером с кулак, полностью сдерживая душу дракона. Затем Хань Ли указал бутылкой в своей руке на золотой шар, и оттуда вылетел туман белого света, втянув золотой шар в бутылку. После этого выражение на лице Хань Ли расслабилось. Несмотря на то, что я обладаю лишь некоторыми навыками в технике захвата души, в бою она кажется довольно эффективной. Неудивительно, что гора золотого тумана использует ее в качестве техники, передаваемой из поколения в поколение, пробормотал Хань Ли. Он протянул руку к все еще пылающему трупу дракона и приманил золотой меч, застрявший в его хвосте. После этого он убрал голову и остальное в специальную сумку для хранения. Демоническое ядро дракона Хань Ли убрал в нефритовую коробку, а затем перевел взгляд на море пламени и облако дракона, окружающее его. Без магической силы дракона оно стало рассеиваться. Он воспользовался этой возможностью, чтобы посмотреть, как идут другие сражения, и неосознанно нахмурился. Культиваторы формирования ядра преуспевали, поскольку у них было численное преимущество перед драконами 7-го ранга. Однако их лидер на стадии зарождающейся души оказался в невыгодном положении и был на грани поражения. В его глазах мелькнул ледяной блеск, и он пробормотал: «8-ранговые демонические звери встречаются довольно редко. С таким же успехом могу взять и второго». Тело Хань Ли засветилось лазурным светом, намереваясь помешать битве. Монарх расщепления души поспешно отправил ему голосовое сообщение: «Малыш Хань, не поддавайся жадности. Я уже почувствовал других культиваторов в пути. Если ты здесь задержишься, то не успеешь скрыться». Секта Южного моря потратила огромное количество ресурсов, чтобы убить этих драконов. Они тебя так легко не отпустят, если ты заберешь 2 драконов 8-го ранга. Хань Ли удивился и тут же проверил слова монарха своим духовным чутьем, а затем угрюмо сказал: «Секта Южного моря уже прибыла. Они действуют быстро. Как жаль, тогда уходим». До того, как исчезли последние следы облака демона, Хань Ли уже скрылся из виду. Когда синий дракон 8-го ранга почувствовал смерть дракона алого пламени, он безрассудно бросился в битву, что привело к немедленному кризису уже оказавшегося под давлением лидера группы. Лидер внутренне выругался и собирался бежать. Но затем на горизонте загорелись 2 вспышки света, которые были 2 отрядами культиваторов. Они летели в их направлении на максимальной скорости. Синий дракон при виде этого понял, что дело приняло плохой оборот, и немедленно подавил ярость в своем сердце. Он испустил яростный крик, а затем погрузился в море внизу. Когда другие водяные драконы услышали это, они также попытались сбежать. Однако культиваторы не собирались позволять им легко сбегать, и они продолжали сражение с ним, препятствуя их отступлению. На какое-то время битва стала еще более ожесточенной и свирепой. Хань Ли не интересовался случившимся и просто улетел вглубь океана. Он хотел найти необитаемый духовный остров, чтобы он смог изготовить марионетку монарха расщепления души. Глава 967. Разделение души. Хань Ли заранее купил карту моря. Он отправился по тому пути, где редко путешествовали другие культиваторы, и через месяц обнаружил небольшой необитаемый остров. Остров был всего 20 квадратных километров и имел маленькую, ничем не примечательную духовную вену в 4 километра. Если бы духовная вена находилась ближе к материку, она, безусловно, была бы занята небольшим кланом, но ни один маленький клан не осмелился бы двинуться в море, где бродили демонические звери, учитывая местоположение духовной вены. Высокоранговые культиваторы и более крупные кланы считали эту вену недостойной их внимания. Кроме того, на пути к этому острову не было ни одного морского пути, и он был далек от контактов с цивилизацией. Хань Ли нашел остров весьма подходящим и сразу же полетел на небольшую гору в центре, выпустив летающие мечи, чтобы разрезать плоскую гору, установив свой особняк скрытой удачи. В одно мгновение он превратился в маленькую изысканную резиденцию бессмертного.
Ради осторожности Ханьли установил ограничительные заклинания не только вокруг резиденции, но и вокруг маленькой горы, вызвав белый туман в 5 километрах вокруг нее. После этих приготовлений он поместил свои лекарственные растения и духовных зверей в соответствующие комнаты. Он также наложил ограничение на бронированного земляного дракона, а затем поместил в одну из комнат для духовных зверей. Большое количество материалов, которое у него было при себе, он убрал в специальную скрытую комнату. Войдя в резиденцию, Ханьли снял бамбуковую трубку со спины и положил ее перед собой, спокойно сказав: «Этих материалов достаточно только для одной попытки. Если в процессе уточнения возникнут ошибки, у меня не будет времени, чтобы найти замену. Кроме того, я не знаю вероятность шансов на успех». Монарх расщепления души ответил: «Я прекрасно это знаю. До того, как ты начнешь изготовление, я дам тебе подробное объяснение процесса и после неоднократно проверю то, как ты все понял. Только когда ты по-настоящему поймешь этот процесс, ты приступишь к делу. Прежде чем мы начнем, ты должен взглянуть на эту нефритовую пластинку. В ней есть кое-какая общая информация о моей марионетке». С этим слова из бамбуковой трубки вылетела белая нефритовая пластинка прямо в руку Ханьли. «Раз старший уже все продумал, я могу вдохнуть с облегчением», — Ханьли кивнул, а затем быстро сел, погрузив свое духовное чутье в нефритовую пластинку. Выражение на лице Ханьли то и дело менялось от удивления к возбуждению, и, наконец, на нем отразился полный шок. Спустя неизвестный промежуток времени Ханьли глубоко вздохнул и убрал свое духовное чутье, продолжая сидеть на месте, не шевелясь. Через четверть часа он, наконец, открыл глаза и пробормотал: «Неплохо. Если мне удастся изготовить эту марионетку, ее мощь будет непревзойденной. При условии достаточного количества духовных камней он сможет соперничать с культиватором на поздней стадии зарождающейся души. Однако есть кое в чем я не уверен». Монарх быстро сказал: «Я тебе уже дал формулу изготовления марионетки, так что нет смысла ходить вокруг да около. Просто спрашивай». Ханьли нахмурился и торжественно сказал: «Тогда скажу прямо. Согласно формулам изготовления марионеток, которые я выучил в прошлом, чем выше класс марионетки, тем сильнее душа, необходимая для слияния с ней. Но я чувствую, что душа демонического зверя не подходит для марионетки этой силы. Даже душа восьмирангового дракона, алого пламени, не подходит. Поэтому я немного в растерянности, потому что старший никогда прежде не упоминал о душе. Может быть, ты что-то от меня скрываешь?» Монарх хихикнул со словами: «Так и есть. Я тоже исследовал эту проблему. Я как раз собирался дать тебе объяснение по этому поводу, иначе ты не сможешь изготовить эту куклу». Ханьли сухо рассмеялся и небрежно сказал: «Старший, должно быть, шутит. Чтобы проявить истинную мощь этой марионетки, ей понадобится душа демонического зверя 9-го ранга. Я действительно сомневаюсь, что у старшего есть способ решить эту проблему». От осознания этого Ханьли немного насторожился. Он всегда был настороже, несмотря на то, что монарх расщепления души и он были мастером и учеником. Монарх расщепления души сказал серьезным тоном: «Нет необходимости использовать души демонических зверей. Когда придет время, просто используй мою душу для изготовления марионетки». Использовать душу старшего. Ханьли был ошарашен. Монарх расщепления души сказал равнодушным тоном: «Что? Думаешь, моя душа хуже души зверя 9-го ранга?» «Конечно, нет», — смутился Ханьли. Старший изначально культивировал до поздней стадии зарождающейся души и также культивировал технику великого развития. Твое духовное чутье может соперничать даже с духовным чутьем культиватора стадии божественной трансформации. Но разве ты не собираешься перевоплощаться? Как только твоя душа сольется с марионеткой, ты потеряешь свое сознание». Монарх хихикнул и ответил смелым тоном: «Конечно, я планирую перевоплощаться, но нет никакой гарантии, что я снова ступлю на путь культивации». «Что ты имеешь в виду?» «Если я правильно понимаю, старший планирует объединить свою душу с марионеткой, но не желает терять свой шанс на реинкарнацию. Неужели у старшего есть техника, которая может это сделать?» Монарх подробно объяснил: «Малыш Хань, ты верно подметил. Поскольку я использовал технику связывания души к марионетке, я был пойман в ловушку 1000 лет, и у меня не было ничего другого, кроме как исследовать метод, который мог бы использовать силу души для управления марионеткой, а не магическую силу. Это исследование привело к провалу, но в процессе я обнаружил технику, которая позволяет разделить душу. Эта техника разделения души весьма отличается от обычных техник разделения души. Это настоящее разделение души. Когда придет время, я разделю свою душу на 2 части. Одна из половин будет нести большую часть силы моей души и будет соединена с марионеткой, другая будет нести мои воспоминания и эмоции, позволяя мне войти в цикл реинкарнации». Услышав это, Ханьли очень удивился: «Но подойдет ли этот метод?
разделить душу не может быть легко. «Не волнуйся», — заверил монарх, — «я буду разделять только силу своей души. Это не помешает циклу реинкарнации. Сила моей души рассеялась бы, даже если бы я просто умер от возраста». «Вот как?» Тогда я могу вздохнуть с облегчением. Услышав это объяснение, Хань Ли больше не задавал вопросов. «Хорошо. Теперь, когда проблем нет, я начну объяснять различные процессы изготовления каждой из частей и моменты, на которые следует обратить особое внимание. Сначала я объясню о том, как изготовить тело марионетки. Оно состоит из дюжины основных частей, а их необходимые материалы. С приподнятым настроением Хань Ли полностью сосредоточился на объяснении. С течением времени он редко выходил из скрытой комнаты и управлял своими гигантскими марионеточными обезьянами для дел в особняке, такими как забота о лекарственных растениях и духовных животных. Дюжину шестикрылых ледяных многоножек Хань Ли кормил не только радужной травой, но и снежной духовной таблеткой. В конце концов, раз таблетки оказали большое влияние на его высшее фиолетовое пламя, значит, они должны оказать влияние и ледяную ци многоножек. В результате Хань Ли обнаружил, что, хотя ему потребовалось 4 месяца, чтобы усвоить одну снежную духовную таблетку, многоножки тратили на это всего 1 месяц. Кроме того, произошло явное улучшение силы их ледяной ци к большой радости Хань Ли. Оставив для себя немного таблеток, он приказал марионеточным обезьянам остальные скормить многоножкам. Золотых прожорливых жуков он кормил радужной травой. Хотя они за все это время ничуть не изменились, Хань Ли оставалось только терпеливо ждать. В один день, когда он только что закончил дорабатывать одну из частей марионетки и расставил перед собой ассортимент материалов в соответствии с указаниями монарха расщепления души, на его лице отразилось странное выражение. «Ты сказал, что эти предметы необходимы для марионетки», — нахмурился Хань Ли. Монарх расщепления души спокойно сказал: «Верно. Я только недавно думал об их использовании. Они определенно увеличат силу марионетки на целый уровень». Хань Ли поднял руку и указал на 2 материала. С легким замешательством он спросил: «Ранее ты говорил, что можешь превратить алмазы дьявольской эссенции в оружие, но я не понимаю, почему ты использовал эти 2 других материала. Даже мне еще предстоит понять, как их можно использовать». Предметами, на которые он указывал, были серебряные цепи, которые использовались для сдерживания демонического трупа, и неприметные фрагменты каменных табличек, которые он обнаружил в бездне дьявольской ци. «Как ты сказал, я думал о том, как использовать алмазы дьявольской эссенции, когда ты нашел их. Хотя я и говорил, что это единственный материал, используемый для изготовления клинка дьявольского дракона, алмаз будет очень мощным, если его использовать для изготовления другого сокровища дьявольского да. Теперь я подумал о сокровище, которое может стать убийственной атакой марионетки. Когда ты сказал, что эти цепи могут блокировать атаку летающих мечей, наполненных золотой эссенцией, мое сердце дрогнуло. Хотя я не знал, из чего они изготовлены, в них добавлено немного звездного серебра. Их можно использоваться в качестве защитного щита для марионетки. Что касается фрагментов каменных пластинок, я придумал, как их использовать всего несколько дней назад. Сказав это тяжелым тоном, монарх расщепления души затих. Глава 968. Успех. В конце концов тишину нарушил голос монарха расщепления души, и он сказал серьезным тоном: «Ты когда-нибудь слышали о божественной потоковой глине?» Хань Ли с удивлением посмотрел на камень. Конечно, слышал. Она также известна как иллюзорная паста, редкий материал, используемый для закаливания сложных магических инструментов, и, как говорят, с ее помощью можно создать любой артефакт. Она также обладает уникальным свойством восстановления любого нанесенного ей повреждения. Неужели эта каменная табличка может быть ей? Я слышал, что божественная потоковая глина белая и гладкая, как нефрит. Малыш Хань, не беспокойся. Это действительно божественная потоковая глина. Однако древние культиваторы смешивали это с чем-то другим, превращая ее во что-то, известное им как гибкий духовный нефрит. Не больше десятка людей во всем мире могут узнать этот материал. Я нашел некоторую информацию об этом в древней резиденции культиваторов и давно о ней позабыл. Если бы я не увидел ее, я бы не вспомнил. Хань Ли задумчиво спросил: «Гибкий духовный нефрит. В чем разница между ним и божественной потоковой глиной? Разве ты не заметил? Этот материал не только восстанавливается после деформации, но и может поглощать магическую силу от удара культиватора. Если атака, сконцентрированная на духовной силе, повредит его, это уменьшит урон вдвое. Единственным слабым местом является то, что глина не предлагает никакой дополнительной защитной силы против прямых атак. Но даже в этом случае ее ценность все же ничуть не меньше, чем у золотой эссенции.
Ханьли улыбнулся, услышав это, и спросил: вот как? Старший планирует добавить божественную потоковую глину в тело марионетки. Разве это не очевидно? Когда в теле марионетки будут соединены звездное серебро и божественная потоковая глина, ей не потребуется никаких магических сокровищ. Вряд ли в этом мире найдется кто-нибудь, кто сможет легко его уничтожить, гордо сказал монарх. Тогда давай сделаем это, без колебаний сказал Ханьли. Да, но пока отложим это на потом, а сейчас займись изготовлением остальных частей кукол. Я считаю, что мы закончим все остальные части за год. Хорошо, согласился Ханьли. Взмахнув рукавом, он смел все предметы туманом лазурного света. После этого он хлопнул по сумке для хранения и достал 8 нефритовых коробок, в которых хранились различные материалы, и приступил к работе. В глазах культиватора год был просто мгновением. Пока Ханьли занимался изготовлением деталей марионеток, его шестикрылые ледяные многоножки внезапно эволюционировали благодаря тому, что употребляли снежные духовные таблетки каждый месяц. После линьки их тело выросли в несколько раз, и у них появилась еще одна пара крыльев. У них не только скорость значительно увеличилась, но они стали намного более ловкими. Но после того, как они эволюционировали, таблетки перестали быть эффективными. Казалось, что их следующая эволюция была далеко. Однажды Ханьли сидел в скрытой комнате с закрытыми глазами, а перед ним парила сверкающая серебряная кукла. Его пальцы непрерывно смещались, каждый из них соединялся с другой частью куклы золотой нитью. Внизу над головой серебряной марионетки медленно вращалась бамбуковая трубка, слабо светившаяся зеленым светом. Спустя неизвестный промежуток времени его лицо дрогнуло, а пальцы остановились. Он открыл глаза. Похоже, проблем нет. Марионетка хорошо изготовлена. Невероятно, что я без проблем смог изготовить ее. Ханьли радостно уставился на марионетку перед собой. Голос монарха расщепления души донесся из трубки. «Это марионетка, это то, что я лично исследовал. Благодаря моим инструкциям ни единой ошибки быть не должно. Теперь, когда все остальное закончено, мы можем начать слияние душ. Старший абсолютно в этом уверен. Ты будешь использовать технику разделения души первый раз. Это может сильно повлиять на возможность твоей реинкарнации. Если что-то пойдет не так, сможет ли твоя душа сохраниться после того, как ты ее разделишь? Монарх расщепления души мягко рассмеялся и небрежно сказал: «Я большую часть своей жизни посвятил созданию марионеток. Я совершенно готов, чтобы моя душа стала единым целым с ней. И даже если я не буду использовать эту технику разделения души, моей жизни скоро придет конец. Я уже передал тебе оставшиеся слои техники великого развития. Надеюсь, что ты добьешься успеха и передашь ее новому поколению». Услышав это, Ханьли напряженно нахмурился и глубоко вздохнул. «Раз старший уже все решил, отговаривать не стану и больше ничего не скажу. Надеюсь на успех старшего». Монарх расщепления души громко рассмеялся, а затем из бамбуковой трубки внезапно появился зеленый свет, разделив ее пополам, и на ней появился маленький силуэт, сияющий золотым светом. Этот маленький силуэт был куклой высотой в несколько дюймов. Она была тщательно изготовлена из странного материала, не похожего ни на дерево, ни на золото. Марионетка выглядела как человек средних лет с утонченной внешностью. Зеленый свет засиял в глазах этого миниатюрного человека, а затем он сел со скрещенными ногами. Как только он пробормотал заклинание, пятнышко зеленого света вылетело из его рта и расширилось до размера кулака, а затем уплыло обратно на миниатюрного человека. При виде этого Ханьли невольно открыл рот, но ничего не сказал. Монарх расщепления души начал медленно произносить заклинание, и зеленый свет становился все ярче. Ханьли прищурился при виде этого и был вынужден использовать свои глаза духовного прозрения. Затем монарх расщепления души закричал в агонии, заставив скрытую комнату дрожать. Под пристальным взглядом Ханьли свет раскололся надвое. Большая световая сфера полетела к серебряной марионетке, а меньшая засверкала и влетела в рот миниатюрному человеку. Как только меньшая сфера влетела в миниатюрного человека, его глаза засверкали тусклее. Ханьли не смел дольше бездействовать. Он щелкнул пальцами по марионетке, открыл рот и втянул сферу зеленого света серебряными нитями. После этого кукла засияла серебряным светом, и ее тело начало дрожать. С серьезным выражением на лице он выплюнул поток пурпурного пламени, ударив по марионетке. С громким потрескиванием плотный слой льда растянулся и прочно закрепил ее на месте. Теперь он вздохнул с облегчением, но на его лице появилось беспокойство, когда он поднял голову и взглянул на миниатюрного человека в воздухе. Так вот каково это — разделять душу, как невероятно. Подозреваю, что я единственный культиватор во всем мире, кто испытал это чувство. Из маленькой марионетки внезапно послышалось хихиканье монарха.
Однако его голос звучал довольно слабо, как будто он был чрезвычайно болен. Хань Ли невольно спросил: «Старший, ты в порядке?» «Не волнуйся», — возразил монарх взволнованным тоном, «хотя я не смогу продержаться очень долго, меня хватит на полмесяца. А теперь скорее соедини душу с марионеткой и позволь мне засвидетельствовать ее истинную силу, прежде чем я уйду». Хань Ли поднял бровь и сказал: «Конечно, но до этого я буду использовать талисман, концентрирующий душу, чтобы стабилизировать оставшуюся душу старшего». Затем, взмахнув рукавом, он выпустил алый талисман. Талисман, концентрирующий душу, такая редкость. Использовать его на ком-то, кто скоро погибнет, пустая трата времени. Дрожащими запястьями Хань Ли ударил алый талисман по маленькой марионетке. Из талисмана внезапно вырвался красный туман и тут втянулся в марионетку. Затем Хань Ли сказал спокойным тоном: «Я нашел его в сумке для хранения культиватора зарождающейся души, которого я убил. Каким бы драгоценным это ни было, я не потратил никаких усилий на его приобретение и с тем же успехом могу его использовать». Монарх вдруг сказал: «Я чувствую себя лучше, но не жди, что я буду тебе должен за это. Я только погашаю ту помощь, которую ты оказал мне в прошлом». Монарх несколько раз фыркнул, а затем приманил 2 половинки бамбуковой трубки. Затрещав в воздухе, они полетели в его направлении и снова обвились вокруг него. После этого он уплыл обратно в сторону Хань Ли. Хань Ли больше ничего не сказал и приманил большой кусок льда. Внезапно он вспыхнул пурпурным светом, и лед, покрывающий марионетку, начал таять. Он снова сел на землю, скрестив ноги, и ударил себя по голове. Во вспышке лазурного света из головы вылетела зарождающаяся душа и направилась к марионетке. 3 месяца спустя Хань Ли покинул пустынный остров и пронесся по воздуху в виде полоски лазурного света. Остров Горького Бамбука был маленьким островом в близлежащих морях Великой империи Цзинь и был окружен голубым туманом в течение всего года. Владыкой острова был старик Горький Бамбук. Хотя он не был широко известен в мире культивации на материке, некоторые эксцентрики средней и поздней стадии зарождающейся души на континенте боялись его. Тем за границей он был особенно знаменит. Хотя он был только на средней стадии зарождающейся души, у него было более 365 ледяных бамбуковых мечей, созданных из божественного тутового дерева на острове, и он мог сравниться по силе с 3 великими культиваторами за рубежом. На острове Горького Бамбука божественное тутовое дерево служило центром великой формации, состоящей из более 10 тысяч деревьев. Сама формация была довольно удивительной, а ее репутация широко распространилась среди зарубежных культиваторов в течение десятков тысяч лет как одна из фантастических древних формаций, дошедших до наших дней. Даже культиватор на поздней стадии зарождающейся души не смог бы легко пробиться сквозь нее. Однако, однажды возле острова появился незваный гость. Глава 969. Остров Горького Бамбука. Вдалеке на небе вспыхнула лазурная полоска света, летящая со скоростью молнии. В мгновение эка она прибыла на расстоянии 50 километров от острова, покрытого туманом. Свет погас, раскрывая юношу в конфуцианской одежде и с бамбуковой трубкой на спине. Хань Ли посмотрел на туман, но ничего не смог увидеть. Он поднял бровь и взглянул снова, активировав глаза духовного прозрения. Мгновение спустя выражение его лица стало угрюмым. Он пробормотал: «Великая формация тысячелетнего древа достойна своей репутации. Даже с использованием моих глаз духовного прозрения я не вижу сквозь его ограничения». Конечно. Эта поездка станет отличной целью проверить силу марионетки. Дело не только в том, что старик Горький Бамбук является для тебя идеальным противником, но тебе также нужны хвостовые перья его черного феникса для Веера 3 огней. Из бамбуковой трубки раздался слабый голос монарха расщепления души. С тех пор, как он совершил разделение души, его сила постоянно убывала. Хань Ли с тревогой спросил: «Конечно, но ты сможешь это выдержать?» Монарх расщепления души тихо рассмеялся: «Не волнуйся, с помощью концентрирующего душу талисмана я не покину этот мир, пока не увижу своими глазами истинную мощь этой марионетки». Хань Ли кивнул и снова посмотрел вниз. Он слегка прищурился и похлопал по сумке на талии. Затем в лучах лазурного света появился бледный культиватор среднего возраста такого же роста, как и Хань Ли. Культиватор был в желтой одежде с безупречно гладкой кожей. При ближайшем рассмотрении было ясно, что он выглядел как миниатюрная марионетка, в которой скрывался монарх расщепления души, но его глаза сверкали холодным светом, и выражение его было лишено эмоций. Хотя Хань Ли видел эту марионетку много раз раньше, он невольно взглянул на нее снова. Гибкий духовный нефрит был поистине чудесным материалом, в результате чего марионетку было не отличить от живого человека. В соответствии с указаниями монарха расщепления души серый камень превратился в цвет плоти и был соединен со звездным серебром,
а из этого материала была потом сделана внешняя оболочка марионетки. Поскольку гибкий духовный нефрит мог менять форму, не составило труда поместить внутрь нить духовного чутья и управлять куклой, чтобы она говорила и меняла эмоции на лице. Однако была одна вопиющая проблема с использованием марионетки. Полное использование ее способностей для повторных атак можно было поддерживать только с помощью высокоранговых духовных камней для столь мощной марионетки, но они были невероятно редкими. Хотя все они пользовались большим спросом на каждом рынке, Хань Ли смог собрать всего несколько таких. Он рассчитывал, что, если он будет атаковать в полную силу, то марионетка будет поглощать один высокоранговый духовный камень за четверть часа. «Начнем», — спокойно сказал Хань Ли. Поскольку марионетка была готова, ее нужно было проверить. Марионетка подняла руки и развела пальцы, немедленно собирая облака тумана синего света вокруг каждой ладони. В мгновение эйка они сгустились в огромные сферы невероятного давления. Легкими движениями запястьев его руки световые сферы вылетели вперед и исчезли в тумане. Хань Ли безмолвно посмотрел вниз. Вскоре после этого раздался взрыв, сотрясший все вокруг, и ранее спокойный туман заклубился в диком урагане. Два широких столба ветра вспыхнули в небе, рассеяв 300 метров тумана вокруг них. Свирепые ветры выли от ярости, разгоняя туман. Хань Ли воспользовался хаосом и снова посмотрел вниз, едва заметив большой остров. Барьер зеленого света появился над ним и, казалось, покрывал большую его часть. Дюжина полосок разноцветного света полетела прямо к нему. Было ясно, что нападение встревожило культиваторов на острове. Хань Ли осмотрел их и увидел, что среди них был разнобой в силе. Они варьировались от культиваторов стадии заложения основ до культиваторов на поздней стадии формирования ядра. «Кто вы двое? Почему ты, Могу я спросить, почему вы, двое старших, посетили наш остров?» Как только старик прибыл, он изначально допросить их, но, когда их лидер пронесся мимо Хань Ли, его духовное чутье обнаружило, что он был культиватором на средней стадии зарождающейся души, как и его мастер. Когда он не смог увидеть уровень культивации другого нападавшего, его сердце ушло в пятки, и его тон быстро изменился. Хань Ли моргнул и улыбнулся, сказав: «Я наслышан о репутации господина даосист Горького Бамбука и решил нанести ему визит. Не мог бы ты доложить обо мне?» Ответственный старик удивился, а затем улыбнулся. «Очень жаль. Мастер вошел в уединение несколькими годами ранее и не может встретить гостей. Если у вас, старшие, есть какие-то важные вопросы, вы можете рассказать об этом мне. Мастер поручил мне разбираться с делами острова Горького Бамбука». Хань Ли спокойно сказал: «Господин даосист Горький Бамбук находится в уединении. Как жаль, но будет хорошо, если ты сможешь мне помочь. Я слышал, что в вашем острове культивируют черного феникса. Это правда?» Старик почувствовал, как его сердце задрожало. «Что значит старший?» Хань Ли сказал со спокойным выражением на лице: «Ничего особенного. Я просто хочу изготовить сокровище, для которого необходимы 3 из хвостовых пера черного феникса. Я готов обменять на них ядра демонических зверей 7 и 6 ранга. Ты согласен на это?» С этими словами Хань Ли вынул 4 нефритовые коробки перед собой с размахом рукава. Он небрежно указал на каждую из них, и, как только они открылись, внутри засверкали 4 разноцветных демонических ядра, одно из которых немного больше остальных. «Обменять их на перья феникса?» Смущенно спросил старик. Поскольку просьба Хань Ли превзошла его ожидания, он немного растерялся. Хань Ли изменился в лице и сказал: «Так и есть. Ваш черный феникс должен быть демоном 7 ранга. Это должно быть честной сделкой с таким количеством демонических ядер и показать, что мои искренние намерения». Старик какое-то время колебался, а затем покачал головой. Этих демонических ядер было бы более чем достаточно для сделки. Однако решение этого вопроса не в моей компетенции. Услышав это, лицо Хань Ли стало холодным, и он молча посмотрел на старика. Когда тот увидел, что Хань Ли выглядел рассерженным, его сердце ушло в пятки, и он поспешно объяснил: «Пожалуйста, не поймите меня неправильно, старший. Я не хотел проявить к вам неуважение, но черный феникс переживает критический момент в своей культивации. Мы не можем беспокоить его и сделать что-то, что может причинить ему вред». «Вот как, но я не могу отказаться от этих перьев. Я могу добавить еще одно ядро демонического зверя 7 ранга, чтобы компенсировать вашу потерю. Что скажете?» С мрачным выражением на лице сказал Хань Ли и достал еще одну нефритовую коробку. Культиваторы острова Горького Бамбукового тревожно переглянулись между собой. «Что, вы все еще не согласны?» Хань Ли мрачно вздохнул, а затем посмотрел на присутствующих ледяным выражением на лице. Старик задрожал под холодным взглядом Хань Ли. Взглянув еще раз на неизвестного культиватора рядом с Хань Ли, он в конце концов стиснул зубы и сказал:
Поскольку этот вопрос очень важен, я действительно не могу принять решение. Пожалуйста, подождите минутку, я рискну потревожить мастера и отправлю ему сообщение. Давайте дождемся его ответа. Если он справится с этим ненадлежащим образом или в конечном итоге спровоцирует мощного врага, он будет наказан в любом случае. Хорошо, я подожду. Хань Ли кивнул, и его лицо расслабилось. Старик выпустил талисман передачи голоса в сторону острова. Учитывая уровень культивации двух незнакомцев, у него не было другого выбора, кроме как беспокоить своего мастера. Хань Ли ждал недолго. Изучая ограничительное заклинание острова, он вдруг услышал эхом старый голос. «Значит, это вы тот культиватор зарождающейся души, который нанес мне визит. Надеюсь, вы простите меня, что не вышел лично вас поприветствовать». С этими словами старик Горький Бамбук приказал своим ученикам: «Проводите его в павильон Феникса. Я скоро приду». Старик поспешно поклонился и почтительно ответил: «Как прикажете, господин». Затем он повернулся и улыбнулся: «Старшие, пожалуйста, следуйте за мной. Мастер согласился встретиться с вами». Хань Ли оглянулся и сказал неизменным тоном: «Хорошо, мне было интересно взглянуть на этот прославившийся остров». Затем он спустился вниз вместе с марионеткой. С помощью марионетки на поздней стадии зарождающейся души Хань Ли рассчитывал, что они не смогут удержать его, даже если активируют формацию тысячелетнего древа. В мгновение группа влетела на остров через отверстие в барьере. Как только Хань Ли вошел, он внезапно почувствовал, как его накрыла волна духовной ци. Он посмотрел вниз на большие зеленые деревья, более 100 метров в высоту, разнообразие которых поистине поражало. Среди них была дюжина тутовых деревьев, причудливого пурпурного цвета, которые были больше других. Они были странным образом расположены по всему острову, по-видимому, в соответствии с даосистскими принципами. Хань Ли нахмурился и внезапно спросил старика: «Это ваши божественные тутовые деревья? Но ходят слухи, что оно всего одна, как их может быть дюжина?» Старик украдкой взглянул на неизвестного культиватора и молча подумал: почему он никогда не говорит? Неужели у него такой своеобразный характер? Глава 970. Старик Горький Бамбук. Поскольку тема дерева не была секретом, старик объяснил: все эти божественные тутовые деревья растут от одного корня, поэтому их можно считать одним древом. Хань Ли щелкнул языком: это поразительно. Говорят, что божественное тутовое древо превосходят только 3 великих божественных древа. После этого Хань Ли последовал за культиватором вглубь деревьев и внезапно почувствовал, как вокруг задрожала духовная ци. Сцена перед ним размылась и сильно изменилась, обнажив горы высотой в километр. Вокруг горы находились здания разных размеров, и несколько культиваторов метались туда-сюда между ними. «Вы все можете идти заниматься своими делами», — приказал старик другим культиваторам. Затем он повернулся к Хань Ли и сказал: «Старшие, пожалуйста, следуйте за мной». Они последовали за стариком на вершину горы, где был огромный зал, вырезанный из гигантского дерева. Снаружи зала было 4 культиватора в зеленых доспехах с алебардой в руках. Когда старик привел Хань Ли ко входу, 4 остались совершенно неподвижными, как будто были статуями. Хань Ли сжал губы и почувствовал небольшое удивление. Хотя они были всего лишь культиваторами на стадии заложения основ, деревянная духовная ци, излучаемая их телом, была самой чистой из тех, что он когда-либо видел у культиваторов своего ранга, а все их оружие было высокоранговыми духовными инструментами древесного элемента. Это произвело на Хань Ли большое впечатление. Как будто, увидев удивление Хань Ли, старик улыбнулся и объяснил: эти 4 — наши солдаты древесного духа, которых лично обучил мастер с помощью силы божественного тутового древа. Они культивируют своеобразное искусство, и хотя уровень их культивации невелик, они искусны в совместных атаках. Если вы хотите, вы могли бы дать им несколько советов. Хань Ли кивнул и сказал: они действительно необыкновенные культиваторы. Старик, увидев, что Хань Ли казался равнодушным, тактично отбросил вопрос, и они вошли в зал. Деревянный зал не был сложной структурой. Помимо основной комнаты, была только одна боковая камера. Как только они вошли, они увидели высокого человека, стоящего спиной к ним. На нем были длинные зеленые одежды и белоснежные волосы. Когда старик увидел этого человека, он торжественно поклонился и молча отошел в сторону. Хань Ли уставился на мужчину и спросил: «Вы старик Горький Бамбук?» Человек в зеленой одежде повернулся с усмешкой на лице: «Верно. Вы мне совершенно не знакомы. Поскольку вы осмелились спросить, как меня зовут, вы, господа даосисты, вероятно, с материка». Хань Ли прищурился, увидев этого человека. У него было молодое и красивое лицо, лет 20 на вид, но на его лице был слабый слой зеленой ци. Хань Ли был шокирован,
ожидая встретить морщинистого старика. Этот старик Горький Бамбук, очевидно, как и Хань Ли, использовал какую-то странную технику для сохранения внешности. Взгляд Хань Ли выдавал его эмоции, и старик Горький Бамбук слегка удивился при виде этого. Хань Ли вежливо сказал: «По правде говоря, мы не просто иностранные культиваторы. Моя фамилия Хань, и это мой старший боевой брат Ли. Надеюсь, вы не обидитесь на то, как я смело нанес вам визит». Старик Горький Бамбук осмотрел их обоих и улыбнулся, сказав: «Вот как. Я бы поприветствовал вас, если бы мог. Уровень культивации господина Даосиста Ли особенно высок, даже я не могу определить его». Хань Ли улыбнулся и сказал: «Господин Даосист Горький Бамбук слишком скромен. Ваша репутация звучит по всей земле». Старик Горький Бамбук усмехнулся и сказал: «Как насчет того, чтобы вы двое сначала попробовали уникальный тутовый чай нашего острова, прежде чем мы начнем какие-либо разговоры?» После этого он раз хлопнул в ладоши, и несколько молодых культиваторш вошли с чайным сервизом. Подав чашку светло-зеленого чая для каждого из культиваторов, они почтительно покинули зал. Хань Ли опустил голову и взглянул на чай. Он был наполнен древесной духовной ци. Изменившись в лице, он спросил: «Этот чай имеет какое-либо отношение к вашему божественному тутовому древу?» Старик Горький Бамбук гордо сказал: «Товарищ Даосист очень проницателен. Чай настаивается на листьях божественного тутового древа и очень помогает очистить разум. Такого чая нет нигде в мире». Тогда я действительно должен попробовать его. Осмотрев чай своим духовным чутьем, Хань Ли не заметил ничего подозрительного и сделал глоток. Когда старик Горький Бамбук увидел, что другой культиватор не пил чай, он спросил со странным выражением: «Господин Даосист Ли, вам не нравится чай?» Марионетка сказала голосом, лишённым эмоций: «С тех пор, как я начал поститься, я никогда не принимал пищи или питья за пределами моей пещерной резиденции». Ах, кажется, я был довольно неосторожен. Старик Горький Бамбук слегка изменился в лице, но постарался скрыть это. Раз этот эксцентрик посмел быть так груб со мной, он очень самоуверен в своих силах. Неужели он действительно культиватор на поздней стадии зарождающейся души? Как только эти мысли появились в его голове, он невольно чувствовал страх. Выпив еще несколько глотков чая, Хань Ли поставил чашку и спросил: «Господин Даосист Горький Бамбук должен знать причину нашего прихода. Что вы думаете о моем предложении?» Старик Горький Бамбук вдруг нахмурился: «Буду честен. Этот выбор очень сложен для меня. Черный феникс в настоящее время находится в решающем моменте своей культивации. Я не желаю соглашаться на обмен независимо от того, сколько демонических ядер вы предложите. Кто знает, наступит ли когда-нибудь время, когда фениксу удастся быть настолько близким к прорыву в культивации. Вы хотите сказать, что вы не согласны?» Хань Ли поджал губы, но совершенно не был удивлен этому ответу. «Хе-хе, если бы я действительно откажу вам двоим, боюсь, что вы не захотите уйти с пустыми руками. Такие могущественные культиваторы, как мы, легко сможет договориться. Как насчет небольшого соревнования? Если кто-то из вас сможет победить меня в битве, я могу согласиться на сделку, но если нет, мы немедленно уйдем и никогда больше не побеспокоим вас», — без колебаний сказал Хань Ли. Старик Горький Бамбук пронзил их взглядом и загадочно улыбнулся. «Тогда все решено. У меня не было сражений в течение почти 100 лет. С кем из вас я буду драться?» Хань Ли заставил марионетку сказать: «Если вы сочтете это приемлемым, как насчет спарринга со мной?» «Все в порядке. Мне также очень любопытно посмотреть на приемы брата Ли. Мы сразимся над горой, вперед!» Когда старик Горький Бамбук увидел, что его противником будет человек с таинственным уровнем культивации, он торжественно встал со стула. Хань Ли и марионетка последовали за ним. На лице старого управляющего, который молчал все это время, внезапно появилось взволнованное выражение. Не так часто можно было увидеть битву между культиваторами зарождающейся души. Вскоре Хань Ли парил на высоте более 300 метров над горой со спокойным выражением на лице. Он был в 100 метрах от старика Горького Бамбука и марионетки. В воздухе поблизости было еще 8 культиваторов формирования ядра, которые наблюдали с широко открытыми глазами. «Вперед!» — крикнул старик Горький Бамбук. Он сделал жест заклинания руками, и ослепительное сияние внезапно покрыло его тело. Более 100 слабых зеленых летающих мечей вылетели из него, наполнив воздух удивительным давлением. Светящиеся мечи замерцали и превратились в странную формацию, а затем стали вращаться над стариком, что выглядело довольно враждебно. При виде этого Хань Ли изменился в лице. Закалив столько летающих мечей, неудивительно, что он хорошо владеет формацией мечей, хотя Хань Ли догадывался об этом, он был шокирован увидеть это своими собственными глазами.
Монарх расщепления души щелкнул языком и взволнованно сказал: «Малыш Хань, кажется, у этого человека достаточно навыков. Это позволит марионетке раскрыть свой полный потенциал. Давай сначала проверим ее защитные способности», — без тени сомнений сказал он. Понял, используя много редких материалов для изготовления марионетки, Хань Ли также был взволнован и желал увидеть бой. По приказу Хань Ли марионетка открыла рот и выплюнул щит размером с ладонь, который в мгновение ока превратился в огромный серебряный щит. Затем она сделала жест заклинания, и в воздухе появились разноцветные талисманные символы, сгущающиеся в радужный барьер, который покрыл и щит, и тело. Старик Горький Бамбук взвизгнул, увидев это, и спросил: «Неужели вы из секты священного яда провинции Наньсин?» Эта способность похожа на технику духовного знака. Сердце Хань Ли замерло, когда он услышал это, но он приказал марионетке коротко сказать «нет». Странное выражение появилось на лице старика Горького Бамбука, а затем он ответил: «А. Так что я ошибся». Однако есть неоспоримое сходство. Было ясно, что он сомневался. Однако больше он не задавал никаких вопросов. Когда он увидел, что его противник бездействовал, он почувствовал, что его недооценивают. Раздраженный, он изменился в лице и начал бормотать заклинания. Сотни летающих мечей над ним загудели и задрожали, а затем выскочили из формации в виде 3-метровых полос мечей, скрыв небо заградительным огнем. Все они объединились в огромный луч света, создав удивительное давление и ослепительное сияние.